События в районе Суджи привели к резкому росту цен и на природный газ, и на СПГ. 9 августа зафиксирован годовой пик биржевых цен. А еще только лето. Возникает вопрос, кому это выгодно? Также существенным фактором могут стать запланированные планово-профилактические работы на объектах норвежской газовой отрасли. По мнению аналитиков, не исключено, что эти работы могут затянуться, как это случилось в прошлом году. Аналитики также считают, что повышательный тренд цен на газ продолжится. Это высказывание появилось в официальном телеграм-канале «Газпрома», вот буквально вчера, получается. И оно, мне кажется, задает некоторый тон. Оно выглядит, не совсем исчерпывающе по данной ситуации, но оно задает тон. И вот, чтобы еще немножечко задать тон, если позволите, я бы попросил показать карту. Вот у нас есть карта, где находится газоизмерительная станция Суджа. Где населенный пункт Суджа и где газоизмерительная станция? Вот что мы видим на этой карте? Если можно вот сейчас подержать ее на экране какое-то время. Зачем, собственно говоря, мы эту карту показываем? У меня сложилось странное впечатление по комментариям, и по вопросам, которые последовали после всех событий в Курской области. Например, в том числе некоторые наши венгерские партнеры и некоторые аналитики внутри Российской Федерации стали говорить о том, что наверняка вот все, что происходит, это для того, чтобы захватить газоизмерительную станцию Суджа. Спешу проинформировать. Расстояние от государственной границы Российской Федерации до газоизмерительной станции Суджа меньше 600 метров. Поэтому если какие-то люди, если можно будет использовать в их адрес такой термин, вдруг неожиданно заходят на территорию Российской Федерации, они как-то вот где-нибудь в районе Курской области, они, скорее всего, пройдут мимо этой газоизмерительной станции. То есть тот факт, что она оказалась на той территории, которая сейчас является территорией боевых действий, не означает, что она была целью. 600 метров от государственной границы. Я надеюсь, вот этот вопрос сейчас автоматически отпадает. То есть не туда ли они... На территории Украины, на той территории, которая подконтрольна киевскому режиму. Находится на текущей территории Украины. На данный момент подконтрольная киевским властям. Кстати говоря, там какой-то актер почему-то управляет. Но, с другой стороны, театром абсурда должен управлять актер. В этом, в общем-то, поэтому все логично. Так вот, газопровод, который проходит через газоизмерительную станцию Суджа, идет дальше, по территории Украины. А газоизмерительная станция Суджа, кроме всего прочего, выступает в качестве компрессорной станции, то есть она обеспечивает давление, необходимое для прокачки газа. Собственно говоря, она всегда была именно компрессорной станцией, но с того момента, как у нас вдруг появилась государственная граница, возникли договоры о транзите и так далее, где-то надо было измерять объемы газа. Решили, что это нужно делать, в частности, теперь уже на газоизмерительной станции Суджа. Она не одна такая. На территории, собственно говоря, на том газопроводе, который дальше идет по территории действующей Украины, находится как минимум 8 компрессорных станций, собственно говоря, обеспечивающих прокачку газа по этому газопроводу. Поэтому, извините, но когда я читаю какие-нибудь выкладки наших уважаемых зарубежных некоторых партнеров, давайте я на них сошлюсь, чтобы никого не обидеть, которые рассказывают о том, что, это вы знаете, это чтобы на нас надавить, на Россию надавить, на Россию надавить, на Венгрию надавить, на всех надавить. Еще раз, газопровод, 1000 километров газопровода идет по территории Украины. Там 8 компрессорных станций. Если я ошибся, их там 9, я надеюсь, меня в комментариях поправят. Возможности надавить, мягко скажем, довольно много. Как это уже показала практика применимая к газоизмерительной станции Сохрановка и тому маршруту, который через нее шел. Вдруг кто забыл, но в мае 2022 года Киев перестал принимать заявки на прокачку газа через газоизмерительную станцию Сохрановка.
Ну, они заявили, что там, знаете, незаконный отбор газа был обнаружен. Просто дальше газопровод идет по территории Луганской Народной Республики Российской Федерации. Нет, там все было немножко сложнее. Оператор газотранспортной системы Украины заявил, что это форс-мажорные обстоятельства. Сославшись? Да, сославшись на то, что он подозревает, что после газоизмерительной станции Сохрановка может произойти незаконный отбор газа. На что «Газпром» вежливо попросил, докажите, что это форс-мажорные обстоятельства. Может быть, они где-то в договоре есть. На том и расстались. Ежедневно «Газпром» направляет заявки на транзитные мощности, ежедневно получает отказ. Делается это по той причине, что в 2019 году, когда был подписан 5-летний контракт, в декабре этого года заканчивается, на транзит, было условие «качай или плати». Вот для того, чтобы «Газпром» нельзя было обвинить в том, что он нарушает условия договора, ежедневно размещается заказ. Мы хотим прокачать вот такой объем газа. Ежедневный отказ. Это аккуратно подшивается в дело. Если будет попытка обратиться в какой-нибудь суд за штрафными санкциями, вот эта папочка будет демонстрировать, что клиент не прав, так скажем. Кроме того, кстати, я бы попросил, вот пока я сейчас буду говорить, повесить 2 фотографии. Вот у нас тут есть коллаж из 2 фотографий. Я потом их прокомментирую, если позволите. Вот, сейчас будут 2 фотографии, вот они висят, вы к ним присмотритесь, а я продолжу эту вот мысль, что через, собственно говоря, вот этот вот коридор, идущий через Суджу, прокачивалось порядка 40-42 миллионов кубических метров газа в сутки. Вот 30-35 шли через Сохрановку обрубили. Ну да, вот отправляют заявки, мол, прокачайте. Мы не хотим, мы подозреваем нехорошее. Ну хорошо, тогда мы не будем за это платить. Потом, я напомню, опять же, вдруг кто-то забыл, совсем недавно была ситуация с нефтью, которую отправляет в Венгрию и Словакию «Лукойл». Есть ли возможности у Киева, ну так вот, исходя из этой логики, как-то надавить, если возникнет такая необходимость? И требуется ли для этого отправлять людей на газоизмерительную станцию Суджа, которую вы сейчас видите на этих 2 фотографиях? Только одна фотография — это газоизмерительная станция Суджа с официального сайта «Газпром-Трансгаз Москвы», который, собственно говоря, управляет этой газоизмерительной станцией. А второе — это фотография из недавней статьи агентства Bloomberg. Любимая. Сравните, пожалуйста. Буквально вот числа 9-8 была опубликована статья, проиллюстрированная вот такой фотографией. Ну, разумеется, в России всегда зима, всегда мрак, ужас и все такое прочее. Это вот один и тот же объект. Еще раз обращаю ваше внимание. Только один — это вот у нас, и, в принципе, это соответствует той погоде, которая сейчас. А второе — это вот западные партнеры. Назовем это так. Странно, что на трубах нет надписи «Мордор». Ну, нет, тут уже коллеги... Чтобы еще страшнее было. Коллеги уже предложили. Там еще вышки надо было бы изобразить. Кстати, можно еще овчарку пририсовать, такую, которая очень грозно бы смотрела на фотографа. Спрашивают, а газопотребителей важный праздник касается? Разумеется, касается, если вы пользуетесь продуктами глубокой газопереработки, ездите на газомоторном топливе, на пропан-бутане, ну и так далее. Там масса всего. Пользуйтесь пластиковой посудой, выпускающейся в Российской Федерации. Но вернемся к российской теме, а то... Еще раз, вот эта версия, что то, что затеял сейчас киевский режим, имеет вот такую энергетическую подоплеку, взять под контроль газоизмерительную станцию, вот не стыкуются факты. Не взять под контроль газоизмерительную станцию, которая в полукилометре от границы, попробуйте ее обойти. Может быть, ее и не взяли, потому что в том, что мы увидели на официальном канале «Газпрома», ни слова не сказано про то, как себя чувствуют сотрудники газоизмерительной станции. Может быть, туда никто и не заходит. Вот уткнулись в забор, аккуратно обошли и ушли куда-то дальше по своим каким-то делам. Лишь бы не отвлекать от работы тех, кто обеспечивает прокачку газа. Прокачка продолжается в обычных режимах. Объемы не упали резко, не превратились в ноль, не выросли многократно. Вот, собственно говоря, в какой динамике было, чуть больше, чуть меньше, вокруг 40 миллионов кубометров в сутки прокачивается и прокачивается. Так что мы можем цель вот этого странного мероприятия
затеянное киевским клоуном, к газу точно отношения не имеет. Ну, кстати, можем глянуть сейчас график, во-первых, что происходит на газовых биржах, раз уж Сергей Куприянов это упомянул. Ну, объясним, к чему он это. Вот видите, вот там падение такое небольшое, а потом резкий рост. Вот резкий рост начался с атаки вооруженных формирований Украины на территорию российской, на Курскую область Российской Федерации. Не очень люблю вот это вот выражение «на территорию Российской Федерации», потому что как-то по нашей Конституции, ну, вдруг кто не знает, не только на территории Курской области, из территории Российской Федерации сейчас какие-то боевые действия ведутся. Вот. А то, знаете, люди, которые вот в новых регионах, могут счесть, что новые сограждане не совсем понимают их статус и не совсем его принимают. Так вот, это газовые биржи, это TTF, это крупнейшая газовая биржа на территории Европейского Союза, и они, знаете, вот прям прочувствовали. Казалось бы, вроде бы избавились от зависимости. Все хорошо, все замечательно. Чего вы так перепугались? Подземные хранилища переполнены. 95 миллиардов кубов уже накопили. Из каждого утюга. Кстати, внимание, вопрос. А сколько накоплено в Российской Федерации? Вот я не устану повторять каждый раз, когда я вижу новость про то, сколько накопили в Европейском Союзе. Вам какое дело? Сколько в абсолютных цифрах, в относительных от общего объема. Вот все знаем. С каким темпом идет эта закачка. Там один день нам сообщают 0,1, на следующий день вдруг рекорд 0,18. Ну и так. Вот это мы все знаем. А сколько в России накапливается? Сколько в России накоплено? А для чего его вообще накапливают? Люди. Это вот вообще не важно, сколько накапливается в подземных хранилищах Европейского Союза. Кстати, что характерно, они сами так считают. Посмотрите, пожалуйста, на вот этот график. То есть, кстати, о каких объемах мы говорим? Ну так вот, миллионы в сутки, это, наверное, не совсем ясно. Давайте миллиарды за год. Давайте вот следующий. Вот экспорт по украинскому коридору. Сколько? Вот за весь прошлый год было чуть более 13,5 миллиардов кубов прокачано. А гарантированный объем прокачки 40 миллиардов кубов, ну, не получилось. Знаете, так иногда бывает. А вот за первую половину 2024 года уже прокачано более 8 миллиардов кубических метров, то есть загрузка в текущем году будет явно больше, ну, при сохранении текущих объемов поставок. И решение вот этой ситуации кризисной, которая возникла в Курской области, вот, и если эта ситуация, опять же, не затронет, ну, вот после всех этих оговорок, заметим, что при сохранении таких же темпов будет более 16 миллиардов, скорее всего. Кстати, в течение 4 недель второй половины 2024 года, пока более свежей статистики нет, было прокачано порядка 1 миллиарда 200 миллионов кубических метров газа. Вот. Это к вопросу о том, о чем идет речь. Примерно про 1 миллиард кубов в месяц. И вот этого хватило, чтобы летние цены вернулись к зимним показателям. Притом к потолку зимних показателей. Нам же рассказывают о том, что кризис кончился. Все хорошо. Цены упали, они теперь будут на низком уровне. Правда? А вы знаете, вот люди в Евросоюзе, которые занимаются газовыми вопросами, они не очень верят в то, что кризис закончился. В то, что кто-то избавился от какой-то зависимости. Более того, импорт из Российской Федерации в 2024 году увеличился относительно того же периода 2023 года. Удивительно. Еще один график давайте глянем, а то вот сейчас рассказываем. Давайте визуализируем вот это вот все, как там с этим импортом российского газа в Евросоюзе через украинский коридор. Вот так вот. А голубеньким, ну, вот где такая самый высокий график до первой половины года, это 22 год. В самом низу это 23 год. Ну, а такой оранжевый, это вот 2024 год. Это прокачка по украинскому коридору. Это все, что идет в Европейский Союз по украинскому коридору. Идет оттуда, идет по этому коридору Венгрию, Словакию, Австрию. Словакия, Чехия, Венгрия, Австрия. И немножечко до Италии доходит периодически. Ну, это уже после Австрии. Если из Баумгартена забирают, то идет и дальше. Собственно, Баумгартен, это австрийский населенный пункт и один из крупных газотранспортных узлов, там газовая биржа, центральный европейский газовый хаб там находится. Вот это точка сдачи российского газа в Австрии, где газ перестает быть российским и становится вот там венгерским, словацким, австрийским и далее по списку. Вот как-то так выглядит эта ситуация. А сказать, что эта ситуация нечто совершенно новое для Европейского Союза, тоже не получится.
летом прошлого года на какое-то время вышел из строя завод по сжижению природного газа Freeport LNG на территории Соединенных Штатов. Если пересчитать этот СПГ в обычное состояние, то поставлялось в Европу порядка 1 миллиарда кубометров газа в месяц. И ровно так же на 10% подскочили цены до момента разрешения ситуации. Потом опустились вот на тот уровень, который мы наблюдаем сейчас. Так что мне кажется, что с учетом того, что нельзя исключать прекращение транзита после декабря 2024 года, вот происходящее можно считать летней тренировкой к тому, что будет происходить с января. Если у Европы забрать этот 1 миллиард кубометров газа, то вот такая ситуация будет на их замечательной, прекрасной бирже TTF. Это к тому, что летом потребление газа, текущее потребление газа, ниже, чем зимой. Да, газа-то поставляется больше текущего потребления, потому что часть отправляется в хранилище, столь необходимое, разумеется. Еще раз. 95 миллиардов кубических метров закачано. Сколько закачано в российские? Если что, не волнуйтесь. В российские газовые подземные хранилища газа закачивается планово, все нормально, будет где-то 73-74 миллиарда кубов накоплено. Это так. Вдруг кому-то интересно, что у нас происходит с накоплением газа, а не только, что происходит в Европейском Союзе. Так... Причем, Александр, пока ты говоришь, не исключено, что там уже стало на 100 миллионов кубометров больше. Не-не, но это в итоге... у них там, да. На 100 вряд ли. Но... Надо каждую минуту освежать данные, это очень важно. Мне кажется, нам надо бегущей строкой, вот пока мы говорим, как меняются объемы закачки. Это же очень интересно, это для всех очень важно. Так вот, а зимой, да, когда транзит, как нам сообщают из Киева, как нам сообщают европейские дипломаты, да и не нужен нам этот транзит. Правда? А биржа TTF говорит, нужен. Посмотрите, пожалуйста, на биржу TTF. И вот если вы увидите вот этот вот рост котировок, то это как бы прозрачный намек, что это летом рост котировок, а зимой все будет хорошо. Ну что ж, тогда мы искренне, если все будет хорошо, то мы искренне верим, что действительно транзит вообще не нужен. Будем держать вас в курсе, что там с транзитом. На самом деле, чтобы было все хорошо, Европа уже отработала. Не хватает газа, закрываем 3-4 завода, хватает газа. Люди начинают меньше потреблять. Простенько и со вкусом. Не хватает газа, закрываем промышленность. Население стало меньше потреблять более чем на 15% относительно 2021 года. Это, видимо, просто сознательно. Вот не то, что дорого. В Европе все богатые, мы же знаем. В Германии вообще поголовно все богатые. Поэтому экономят. Богатые, потому что экономные. Вот им сказали на 15% сократить, они сократили. Это же очевидно. Сидит бюргер перед выключенной газовой плитой и приговаривает: вот так тебе, Путин, вот так. Вот сейчас еще туже закручу. Зависит ли Минутка вопросов и ответов. Зависит ли сама Украина от того газа, который прокачивается через Суджу? Нет. Не зависит. Если не считать того, что это поддерживает рабочее давление в магистрали, можно сказать, что нет. Это мы сейчас долго будем объяснять. Я думаю, имеют в виду про потребление. Я так подозреваю. А если нет, возможно ли провокация с обстрелом ГИС с целью обвинить в выводе ее из строя? То есть 2 года можно было обвинять в любом месте. Газ перестал идти, потому что сюда упала страшная российская ракета. Или, если уж там, чтобы совсем напугались, упал российский танк, поломал трубу. Вместе с компрессором все разнес просто в хлам. Смех смехом, но мы же видели заявление. Почему Украина требует больше денег за прокачку нефти через свою территорию? Вы знаете, дороже стало. Электричество подорожало, после того, как Россия тут уничтожила нашу энергетику. Мне очень нравятся эти цифры. 50% уничтожено, уже 60%. В общем, поэтому дороже, пожалуйста. 80%? Я кстати, не видел. Нет. Прекрасно. 80% уничтожено, поэтому все должно быть дороже. Вы знаете, для этого вообще не нужно проводить такие операции. Можно просто сообщить. Вы знаете, у нас в Винницкой области что-то упало на нашу компрессорную станцию. Все. Все газоперекачивающие агрегаты как один выведены из строя. Газ идти не может. Кстати, если такое бы произошло, газ бы реально дальше идти не смог. Я не уверен, что у Украины были бы технические возможности обеспечить необходимое и провести необходимые мероприятия для починки этого оборудования и для прокачки газа. Поэтому нет, вы знаете, это очень сложные построения, как-то совсем избыточные.